Всем привет! Сегодня будем готовить печенье. Очень вкусное, при этом оно достаточно простое. Состоит оно всего из 3 ингредиентов. Пачка масла 200 грамм, 100 грамм сахара. Ну, можно регулировать, можно взять немножко побольше, чтобы более сладкие получились. И 300 грамм муки. Муку нам нужно просеять. К муке добавляем сахар. Немножечко перемешаем. Никакие разрыхлители сюда не нужны. Сюда же мы добавляем сливочное масло. Я его заранее достала, чтобы оно было мягкое. Вот такое прям мягкое-мягкое. И теперь вилочкой все это просто разминаем. Вот такое тесто у нас должно получиться. То есть вот оно все из крошечек. Здесь сливочное масло, и оно, соответственно, впитывает муку. И чем дольше вы его будете месить, тем больше оно будет впитывать. Поэтому вот когда вы сделали вот такие крошечки, и оно продолжает как бы комковаться, я бы так сказала. И вот теперь его можно уже вмешивать руками. Просто собираем и месим. Уже должно получиться такое более как обычное, что ли, тесто, которое можно раскатать или еще что-то. Вот так вымешиваем. Тесто у нас готово. Теперь мы его достаем. Стол немножко припудрим. Я вот это тесто хочу разделить на 2 части. То есть вот одну я уберу, а из этой я буду делать такую колбасочку. Ну, очень мягкая, такое, очень податливая. Делаем просто ровненькую такую колбаску. Теперь колбаску нам нужно положить либо в пакет, либо в пищевую пленку. Вот так просто перекладываем. И вот так сформированную закатываем. И вот в таком виде ровненько прям убираем в морозилку. Это буквально на полчасика. Застыть она тоже должна ровненько. Тесто у вас не должно не сплющиться, чтобы именно такая цилиндрическая форма осталась. Убираем в морозилку. И у меня осталась вторая часть теста. Здесь я уже хочу немножко поэкспериментировать. Я добавляю кунжутные семечки. Я взяла буквально пару столовых ложек, обжарила кунжут. Честно говоря, именно с кунжутом делаю первый раз. До этого я уже добавляла мак, тоже совсем немножечко. Мне очень понравилось, вкусно прям. Вот сегодня будет еще и с кунжутом. Это вот очень хорошо, знаете, деток заставить кушать что-то полезное. Я так думаю, что сюда и семечки можно добавить, либо орешки измельчить, тоже добавить. Все, кунжут мы вмешали. Теперь поступаем точно так же, как и с первым. Слегка припудриваем и формуем колбасочку такой же. Размер колбаски вот этой будет напрямую влиять на размер печенек. То есть, насколько вы толстенькие хотите получить. Не толстенькие, скорее, размер большие, побольше или поменьше. И точно так же в пленку закатываем. И в морозилку убираем на полчасика. Тесто у нас застыло. Мы его разворачиваем. Сразу готовим противень с пергаментной бумагой. Духовку включаем заранее на 180 градусов. И теперь вот эту вот колбасочку нам нужно нарезать
Вот остренький ножик возьмите и нарезаем. Примерно толщиной где-то полсантиметра. И сразу выкладываем. Готовое печенье ставим в духовку примерно минут на 20. И обязательно посматривайте уже ближе к концу, потому что их, честно говоря, не очень видно. Они слегка золотятся. То есть, ну, не сильно видно, что они уже готовы. Поэтому вот 20 минут и смотрите за ними. Печенье у нас готово. Одну партию мы снимаем. Вторую я заранее подготовила, чтобы это все быстренько можно было выложить. Как видите, вот они остались практически светленькие такие, не беленькие, а просто слегка подрумянились. Поэтому их всегда плохо видно, что они уже готовы. Первую партию убрали, сразу же выкладываем вторую, прям быстренько-быстренько. Можно прям на эту же бумагу. Печенье у нас готово. Правда, вот эта вторая партия, она еще совсем горячая, поэтому попробую показать. Вот такое с кунжутом, которое первое, уже холодненькое. Очень вкусно. С кунжутом тоже мне очень понравилось, и ни грамма не разочаровалась. Готовится просто, очень вкусно. Если приготовите, уверена, что вам понравится, вы не захотите обычные магазинные печенюшки после этих. Попробуйте сами приготовить. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.